Столицы великих империй неизбежно давали миру какие-то великие блюда. Пекинская утка, самаркандский плов. И только Лондон дал миру всего лишь навсего fish and chips. Зато другая великая европейская столица, Вена, дала миру аж 3 блюда, которые сделали ее знаменитыми. За первыми 2, венским шницелем и венским штруделем, вы можете сходить в ближайший ресторан. Но третье, о котором я сегодня собираюсь вам рассказать, вы сможете попробовать только если приготовите его у себя дома. Сначала нам надо подготовить все, что может пригодиться для приготовления особого красного бульона. Дело в том, что бульоны классифицируются на белый, желтый и красный. Красный бульон готовится из подпеченных овощей, из подпеченных костей и из очень хорошего мяса. В качестве овощей, кореньев я беру все то, что нашлось у меня дома. Луковица, обыкновенная морковь и морковь необыкновенная, желтая. Впрочем, вместо желтой моркови было бы лучше взять репу. Вот сельдерей. Многие его либо любят, либо очень недолюбливают. Но все-таки я советую положить сельдерей, порезанный достаточно тонкими ломтиками. А еще для бульона я возьму то, что не бывает ни в одном венском ресторане. Попробуйте добавить в классический европейский бульон нашу любимую айву. Ну вот и все. Берем немного растительного масла и пошли к плите. Совсем немного растительного масла, только чтобы донышко смазать. Раскладываем по дну толстостенной кастрюли лук, коренья и айву. Не торопимся перемешивать. Пусть сахара, которые содержатся в продуктах, зазолотятся, покраснеют, и пусть из кастрюли раздастся замечательный запах. В принципе, в классической ресторанной кухне эту процедуру делали бы в духовке. Поставили бы все продукты минут на 30 и забыли бы о них. Но вот так быстрее и не хуже. И подрумянилось так, как надо, очень интеллигентно. И пахнет невероятно вкусно. Пора воду заливать. Да, воду. Потому что вот этот замечательный кусок мяса, за который меня распнут все любители гриля и стейков, мы отправим варить. А кто вам сказал, что мясо, пригодное для жарки, никогда нельзя варить? Вы поговорите об этом с народами, которые традиционно употребляют много мяса. С казахами, с вайнахами. Поговорите об этом с венграми. Ведь именно венгры пригоняли в Вену стада отлично откормленных бычков. И из мяса этих самых бычков готовили тафельшпиц. Блюдо, которое так полюбилось австро-венгерскому императору Иосифу. Я сделал надрезы в этом замечательном куске мяса для того, чтобы потом его легче было разделить на порции. Для того, чтобы пена скорее отошла, половину ложки соли. Пока есть время, давайте нарежем лук аккуратненьким кубиком. Очередь чеснока. Чеснок нужно нарезать еще мельче. Примерно половина чеснока пойдет к луку, а вторая половина чеснока пойдет к картофелю. К чесноку сушеный тимьян и розмарин. Картошку надо посолить, полить маслом и перемешать. За полчаса до готовности основного блюда мы поставим этот картофель в духовку. Ну а теперь займемся луком. Лук необходимо переложить в достаточно глубокий сотейник и полить растительным маслом. Ставим лук на огонь, пусть жарится. А здесь уже пора пену снимать. Вот вы имейте в виду, что чем медленнее нагревается мясо в воде, тем лучше оно сварится, тем равномернее. Видите, как относительно немного у меня пены. Вот теперь, когда бульон практически чистый, я могу опускать сюда специи. Несколько зубчиков гвоздики, наверное, штук 20 горошин перца и лавровый лист. Теперь бульон необходимо выправить на соль, и можно его отставить в сторонку. Он уже не потребует нашего внимания.
Хорошо. А кому не хватит, может досолить уже на столе. Ну а вот здесь на самом видном месте займемся шпинатом. Одним из основных гарниров к блюду тафельшпиц. Я взял шпинат замороженный и уже порезанный. Это удобно. И поверьте, ни один эксперт, ни один гурме не определит разницу между ранее замороженным шпинатом и шпинатом, который был свежий, но его приготовили в сковороде вместе с луком и чесноком. Лук и чеснок придадут достаточно яркий вкус шпинату, но, конечно же, его необходимо еще и посолить. Включаем духовку на 200 градусов и отправляем в нее картошку. Минут за 25-30 испечется как раз так, как надо. Шпинат вот-вот будет готов, но есть еще одна особенная приправа тафельшпиц. Это яблочно-хреновый сливочный мусс. Зеленое яблоко натираем на терке. На одно зеленое яблоко добавляю 100 грамм хрена махеев. Ради приятного цветного оттенка добавляю примерно чайную ложечку васаби. Пусть мусс получится задорным. 50 мл сливок 20% жирности. И обработать все блендером до однородности. Вот если чего и не хватает, так это щепотки соли. Почти все готово. Блюдо скоро можно будет подавать. Осталось только лапшу отварить. Прежде чем опускать лапшу в воду необходимо посолить и опустить в нее лавровый листик. В воду, в которой я собираюсь варить лапшу, я соберу немного жира с поверхности бульона. Во-первых, он обладает очень хорошим ароматом. И, соответственно, лапша у нас получится тоже очень ароматная. А во-вторых, в бульоне жира более чем достаточно. Откровенно говоря, в Австрии в ресторанах сейчас готовят очень тонкий омлет, который потом нарезают в виде лапши, и именно с ним подают тафельшпиц. Но я абсолютно убежден, что изначально в тафельшпице была именно лапша. Ведь несмотря на то, что блюдо было создано специально для императорского стола, в нем есть явные венгерские корни. А где венгерские корни, там непременно много мяса и обязательно кусочки теста, чепетки. Точно так же, как в казахско-киргизском бешбармаке, точно так же, как в чечено-ингушском жижик-галнаше, как в кавказских хинкали. Это все блюдо с одним и тем же очень крепким евразийским корнем. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусная
и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Все, сливай воду. Чтобы лапша не остыла, опускаем ее в сковородочку. Все полностью готово, начинаем подавать. Ох, а картошка какая! Ха, непростая, золотая. Полюбуйтесь. Шпинат готов. Но начинаем все с мяса. Мясо необходимо разрезать на большие порционные куски. Попробуем, хорошо ли сварилось. Отлично. Раскладываем шпинат. Очередь картошечки. И наливаем бульон. Я не случайно взял косу, потому что это блюдо по своей сути поразительно напоминает мне родную среднеазиатскую кухню. А где же айва? Ага. Я думаю, что этого для одного человека вполне достаточно. Но на самом деле зелень можно положить в основании тарелки, потому что сверху надо будет положить лапшу. Ну а теперь главное – мясо. Айва в качестве гарнира. Вот так это блюдо и подается. Картошка, шпинат, яблочно-хреновый соус, лапша с бульоном и хороший добрый кусок мяса. Приятного аппетита!